Всем, ребята, привет! Добро пожаловать на канал саморазвития «Красная таблетка». И сегодня я хочу поговорить про мужественность, мускулинную. Чего там? Мускулинную? Я постоянно забываю это слово. Токсичная маскулинность. О чем хотел поговорить? О том, что такое мужественность, как я проходил это чувство мужественности, потому что я считаю, это проблема молодежи, проблема современности, проблема наших фильмов, проблема нашей политики вообще в целом глобального мира. Я хочу рассмотреть это со стороны, безусловно, точки зрения красной таблетки, психологии, и рассмотреть это в первую очередь на своем примере, как я проходил эту тему, потому что у меня есть тоже достаточное количество фактов в моей жизни, которые могли бы меня сделать очень сладеньким, уничтожить мое желание развиваться именно в теле как мужчина. Я хочу сегодня поделиться об этом и... Мужественность не равно токсичная маскулинность, не равно. Так как я живу на Бали, я сейчас, конечно, сталкиваюсь намного чаще с современным западным миром, мировоззрением женщин и мужчин, как они выглядят, что они одевают, как они взаимодействуют между друг другом. Действительно, меня начало это настораживать, что происходит с мужчинами и что происходит с женщинами. Так как я работаю с людьми, у меня действительно очень много девчонок, которые взвалили на себя огромное количество задач, играют в сильную женщину, и при этом они чувствуют, что они в матрице, в своей матрице, которая их не выпускает. Они от этого страдают, но при этом они выбирают всегда мужчинку себе помягче для того, чтобы он выполнял ее задачи, для того, чтобы он ее слушался и, самое важное, был предсказуемым. Безопасность. Совсем недавно наткнулся на фильм под названием «Кто такая женщина?». Один интересный режиссер, исследователь, раскрыл очень круто эту тему, что на самом деле мир потихонечку сходит с ума. Люди действительно уже не понимают, что есть женщина, что есть мужчина, и в этом очень сильно много теряется судеб, жизней, в первую очередь молодых жизней. Очень глобальная пропаганда детям, что они могут быть тем, кем они захотят. Для того, чтобы не быть голословным, необходимо погрузиться в статистику. И статистические данные говорят о том, что суицидов, самоубийств, мысли вообще о суицидах выросло в разы среди молодежи. Психологическое состояние начинает их конкретно уничтожать. Когда наши дети начинают взрослеть, в процессе детского периода существует огромное количество фантазий, которые они хотят реализовать. Джордан Питерсон, канадский психолог, об этом тоже очень много говорит. То, что мы называем ориентацией, на самом деле построено больше на темпераменте человека. То есть также могут быть женственные мужчины, также могут быть и мужественные женщины. И это нормально. Но когда идет непосредственная пропаганда в тот момент, тогда, когда человек не сформировался, то это очень сильно может повлиять на его жизнь в целом, даже убить. Это очень опасная штука. Я биологическая женщина, которая стала выглядеть как мужчина с помощью гормонов и хирургических операций. Я никогда не стану мужчиной. Сердечный приступ от стресса. Меня забирали на вертолете с легочной эмболией. Мне кололи 17 курсов антибиотиков. Внутри моей уретры 17 месяцев было 15 сантиметров волос. Никто мне не помогал, в том числе врач, который это сотворил, ведь я потеряла страховку. У меня инфекции каждые 3-4 месяца, наверняка проживу я недолго. Вас предупреждали о рисках и побочных эффектах? Нет. Нет, меня не предупреждали. Знаю, люди хотят верить, что их нет, но это не так. Правда в том, что смена пола экспериментальна. Исследования, которые утверждают, что смена пола улучшает психическое здоровье детей. Но их все отозвали, дополнили или заменили. Единственное длительное исследование показало, что спустя 7-10 лет трансперсоны наиболее склонны к суициду. После операции. Я, как и все мы, сталкиваемся в детстве и вообще в жизни с определенными ситуациями, определяющими ситуациями, которые нам даются для того, чтобы сделать определенные выводы и сформировать
свое некое самоощущение, самец, самость. И когда ребенок находится в тех ситуациях, которые не хотелось бы иметь, когда тебя бросила любимая девушка, тебя застали, когда ты мастурбируешь, публично пристыдили, усмехнулись над твоими гениталиями, тогда, когда встает член в первый раз, когда у тебя есть проблемы по половым органам, проблемы, которые ты не можешь ни с кем поделиться. У меня в детстве был фимоз. Для меня это был шок. Я очень сильно тяжело это переживал, и, безусловно, эта часть сформировала мою личность. Те ощущения, те переживания, которые я испытывал, к сожалению, не мог ни с кем об этом поделиться, потому что для меня это было что-то, что с моим членом что-то не так, то есть со мной что-то не так. Очень важно понимать, что наши гениталии — это наше самоощущение. И когда ты чувствуешь, что с твоим членом, с твоей вагиной что-то не так, в первое время, когда у тебя идет кровь, видишь, когда у тебя эрекция, когда все видят это, появляется огромнейший стыд в детстве. И когда родители с этим не работают, да, либо обострили наоборот, да, это чувство стыда, то тогда ребенок может закрыться. Он начинает не принимать свою природу. Когда мы представляем геев, транссексуалов, они всегда утягивают члены свои для того, чтобы скрыть все это, да, чтобы не было заметно. Это одна из основных матричных систем, где нужно спрятать член, гениталии. То есть это было в детстве. Возможно, кто-то пристыдил, возможно, были какие-то проблемы, которые дали состояние, что мой член никто не должен видеть, это фу, это плохо. То есть, соответственно, я его спрячу, отрежу и так далее, не дай бог. И вот вернемся к моему фимозу. Абсолютно простая, распространенная проблема у мальчиков, нераскрытие крайней плоти. Это не какая-то там катастрофичная, страшная проблема, которую там умирают люди или там не имеют детей, эрекции или еще чего-нибудь страшного. Нужно было просто срезать как бы эту крайнюю плоть и все. По медицинским показателям все в норме. Дети сталкиваются с такими ситуациями, не могут разделить этого со взрослыми. Очень сильно глубоко приходит непринятие себя, стыда своего тела, своих частей тела, своего внутреннего какого-то, да, личностного самоощущения. Приходят замечательные воспитатели. Слава богу, что в нашей стране не так много этого, но в большинстве стран избыточная пропаганда, когда ребенок не устоявшаяся личность, не устоявшийся индивид, формирует в ребенке некие сомнения, дискриминирует детей, а когда взрослый говорит ребенку, ребенок воспринимает сверху всегда много информации. Поэтому они, кстати, так тоже очень хорошо учатся. По самоощущению ребенок чувствует себя ниже. Когда ты чувствуешь себя ниже кого-то, учителя своего, родителя, то ты все равно будешь всегда больше впитывать от него информации. И когда тебе с таким ощущением, что с тобой что-то не так, что с твоим членом что-то не так, подошел бы учитель и сказал: а ты знаешь, то, что у тебя между ног, ничего страшного. Ты можешь не пользоваться этим, ты можешь стать девочкой. Когда ребенок испытывает некий дискомфорт со своей индивидуацией, да, по Юнгу, да, с формированием со своим, конечно же, ему какой-то новый путь, он будет, интересен. То есть, так там, оказывается, не будет проблем у меня там с членом, с вагиной, там у меня будет что-то другое. Абсолютно простая параллель во всем, чем угодно. Когда ты едешь в другую страну, в течение первых 6 месяцев ты кайфуешь от всего. После ты уже начинаешь четко понимать, что это хреново работает, здесь очень дорого, тут что-то не работает, там что-то какая-то странная хрень. Ты начинаешь понимать, что на самом деле ты в этой стране ничуть не меньше проблем, чем в твоей стране, откуда ты уехал. Тут то же самое, что необходимо понимать, что ребенок тогда, когда чувствует определенный дискомфорт по отношению к себе, к своим гениталиям, к своей самоидентификации, когда приходят вот такие вот ребята, которые дискриминируют маленького ребенка, пользуются своим статусом, да, взрослого, более знающего, передавая ему эту информацию, это очень глубоко формирует в нем сомнения, убеждения, которые постепенно в будущем уничтожают его жизнь. И это не правило государства, и это не правило Паши Ленина, это не правило красной таблетки, это правило природы. И мальчик родился с членом, девочка родилась с вагиной.
И если мы посмотрим еще дальше, то мы состоим из гормонов. Наши желания, наши действия, наши проявления – все это формируют гормоны. Гормональный фон. Какой преобладающий гормон у мужчины? Тестостерон. Какой преобладающий гормон у женщины? Эстроген. Почитайте, пожалуйста, что такое женский гормон эстроген, а что такое мужской гормон тестостерон. Как он влияет на физику, на психику, на проявленность в обществе, во всем чем угодно. И когда я посмотрел фильм «Кто такая женщина?», мне стало страшно, что это не просто разрешает детям быть тем, кем они хотят, тем, кем они не хотят, а фантазируют быть. Потому что все мы всегда, когда мы что-то не знаем, и если нам кто-то об этом рассказывает, то мы будем думать, что там действительно круче. Тогда, когда я вам буду рассказывать про то, что я живу на Бали, у вас автоматически будет приходить ощущение, что здесь лучше, чем там, где вы живете. Но на самом деле это не так. Это вранье. Становление личности происходит тогда, когда личность сталкивается со сложностями. Тогда, когда его характер закаляется. И причем как и в женском смысле, так и в мужском. Приходит мудрость, приходит самоощущение, приходит самоидентификация, приходит целеустремленность. Понимаешь? То есть тогда, когда ты проживаешь и проходишь определенные сложности в жизни, то это тебя закаляет и формирует. И после этого ты начинаешь достигать своих результатов, потому что жизнь, сука, она реальная, и она ебашит по башке конкретно. И если ты не будешь вот такой вот, блядь, типа, он мне сказал такие слова, мне так больно. Вот это вот уберешь, инфантильную говнятину, и начнешь реально понимать, что, сука, ты в жизни находишься, и, сука, выживает сильнейший, и тогда ты поймешь, что из-за чего у тебя возникло желание стать, сука, таким сладеньким. Либо наоборот, женщина. Когда ты выбираешь идти в сторону мужского, почему ты переживаешь, когда тебя пиздят мужчины? Ты же хочешь быть на равных. Камон. Никто не пропагандирует сейчас здесь насилие женское. Но если ты говоришь, что мужчина, женщина на одном уровне, тогда ожидай пиздюлей. Все, вариантов никаких. Мужчина по своей природе, он решает вопросы совсем иначе. Еще раз возвращаемся к моей детской проблеме. Когда ты ощущаешь такое чувство, что с тобой что-то не так, в первую очередь с твоими гениталиями, у тебя происходит отторжение своего личного, своего начала, своего мужского, своей мужественности. И в этот момент у меня возникали гомосексуальные желания, мысли. Когда у ребенка, у мужчины, у мальчика что-то не получается, если ему отказывают девочки, если вот такая ситуация, как у меня возникла, если какой-то стыд, там, не знаю, может быть, пенис маленький, да, в детстве усмехнулись ребята в душе, в бассейн там пошли, ну, что-то вот в таком стиле, да, да банально даже просто там раньше там штаны сдирали просто на публике, просто с трусами вместе. Конечно, людей это может очень сильно подкосить, и появляется желание, гомосексуальные желания. Тестостерон автоматически заглушается в эту ситуацию, в этот момент, когда происходит все это. И вот тут очень сильно важно понимать, в каком окружении ты находишься. Когда ты делаешь какой-то проект, и у тебя что-то не получается, у тебя есть два окружения. Либо те, кто говорят, да ты делаешь говно. И когда ты чувствуешь, что у тебя реально сейчас пока не так все офигенно, если ты будешь находиться среди этих ублюдков, то ты точно закончишь это делать. Ты точно усомнишься в своем проекте. Но если есть люди, которые будут тебя поддерживать и говорить тебе о том, что нет, твой проект реально крутой, обязательно продолжай. Если вдруг ты переживаешь, давай мы просто поговорим, но ты останешься на своей полосе в достижении своей цели. И тогда ты точно продолжишь делать это дальше. Пропаганда, дискриминация, в первую очередь детей, это очень страшная движуха, которую осознать, что это очень сильно вредит человечеству, вредит самому индивиду и уничтожает индивид. Каждый из нас рожден либо с членом, либо с вагиной. У тебя есть темперамент. Ты можешь быть мягким мужчиной. Я выращен в условиях женских. Меня мама воспитывала. Батя у меня уехал в Германию в 6 лет, когда мне было. И он меня особо не воспитывал. И когда, сука, я осознал, что во мне настолько много женского, мягкого, я понял, что именно эта часть
дает мне большую часть сомнений, страхов, сливаться. Желание появляется с того проекта, где что-то не получается. Целеустремленности меньше становится. То есть мужчина, когда обладает женскими качествами, у него появляется огромное количество таких побочек, которые начинают его разрушать. И поэтому огромное количество суицидальных мыслей, сомнительных, депрессивных состояний, потому что когда ты не уверен, чувствуешь себя вообще разобранным, разложенным, без того, как ты закалился в каких-то сложностях, если у тебя этого не было, любая сложность тебя нахуй убьет, понимаешь? И это очень сильно важно понимать. И когда я понял, что я был воспитан женщинами, а женщины — это отдельный социум, взаимодействия, программы совсем другие, нежели чем у мужчин. И когда мальчик растет в женских условиях, бабочки крокодила воспитать не могут. Это невозможно. Когда я начал изучать психологию, я понял, что именно сила рода, сила твоих родителей, которые тебя родили, и родители родителей твоих, очень сильно влияют на твое самосостояние, самоощущение, на твою реализацию. И даже Юнг об этом говорит. Когда я осознал, что у меня херовые отношения с отцом, я начал их восстанавливать. Вернуть ничего не надо назад. Сейчас, здесь и сейчас ты есть, ты здоров, ты прекрасен, ты способен, ты силен. Понимаешь, я на самом деле именно с этой целью ты приехал сюда, по факту. Очень давно я тебя не видел, и то, что сейчас я проживаю как бы в своем состоянии, я чувствую в своей внутри, то, что я убираю, это говно из себя вытаскиваю, да, там всякие эти состояния, какие-то страхи. Я тебе говорю, у нас есть все, и у меня есть все. У меня есть живые родители, у меня есть история. Я понимаю, что она мне дает, и я знаю, как ее воспринимать сейчас. Для меня это потрясающая энергия, которая дает мне только раскрытие, понимаешь? И я принимаю ее с любовью. Самый вектор мощный — это когда у тебя все хорошо в семье, как бы, понимаешь, и мама, папа, как бы, мы частички, как бы, друг друга просто, и все, и это не связано там, что кто-то кому-то должен там денег давать там или вынужденно там помогать в чем-то там, и это ни в коем случае нет, это не связано с этим, и внутри все как бы гармонично, и у тебя еще при этом и живые родители, и ты при этом с ними еще. Это просто счастье, я тебе говорю, это просто 1% на всей земле, что мы сейчас вообще можем как бы ощутить. У меня потрясающая мама, я ее очень сильно люблю, она очень крутая, ты просто охуенный просто отец. Я реально понимаю, что тут все есть как бы. И от души, я тебе говорю, у меня вообще нет никаких обид, потому что у меня их нет, просто и все. Да, мы долго не общались, мы, возможно, не понимаем друг друга. Да, у тебя свой стиль жизни, у меня свой. Ты живешь, можно сказать, на другом языке, я живу на другом языке. Но я хочу восстановить с тобой отношения, потому что я твой сын, и я в первую очередь тебе благодарен за это. Я не прошу от тебя никакой помощи, ни финансовой. Я тебя не обвиняю, что ты уехал. Я не обвиняю тебя за то, что ты не платил там алименты или там не платил за наше содержание, что маме было тяжело. Нет. Все, обида, и она исчерпана. Я люблю тебя, отец, за то, что ты меня создал. И когда ты такое сможешь легко проговорить своему бате в глаза, обнимешь его, то тогда ты прочувствуешь сформированность, ты почувствуешь взросление, ты почувствуешь приобщение к мужскому клану, понимаешь? То же самое необходимо сделать и с мамой. Но от мамы необходимо отключиться. Взрослый сын не должен получать никакой помощи от матери. Единственную, какую помощь он может получать, это «Привет, как дела? Я тебя люблю, у тебя все получится». Все. Раньше в племенах было такое посвящение в мужчины, когда парней, маленьких, молодых ребят отправляли в лес, и без дичи они не должны были возвращаться. Или им необходимо было прожить в диких условиях там неделю-две. В этот момент взросление происходило, трансформация мальчика в мужчину. Это было посвящение. И очень сильно важно понимать, что если у тебя, как у мальчика, не произошла фундаментальная сепарация от соединения от мамы, от родителей в целом, то грядет буря, бро, грядет буря. Тогда ты будешь выбирать телок, которые будут тебя постоянно унижать, постоянно тыкать тебя в чем-то, и ты не сможешь ничего говорить. Нет.
это уже выходит за рамки природы, понимаешь? Природа наделила тебя членом. Соблюдай эти правила, соблюдай правила игры, развивайся в этом. И тогда ты получишь все, что ты хочешь. Ты думаешь, что мужчина жить лучше, чем женщина? Ты думаешь, что лучше жить женщиной, чем мужчиной? Ни хера подобного. Вообще ни хера подобного. Жить в принципе страдания, блядь. Посмотри любые святые источники мудрости, философии, психологии, там, индийских каких-то, да, читаний, писаний. Что там написано? Путь к счастью, да, но через терник к звездам, понимаешь? И поэтому ты, сука, будешь всегда страдать, кем бы ты ни был. Бабой ты в теле мужика, либо мужиком в теле бабы, понимаешь? Ты хочешь добавить себе страдания, или ты хочешь все-таки получить то, что ты желаешь, понимаешь? Целостность личности очень сильно важна. Когда мы перестаем смотреть то, что разлагает нам мозг. Изоляция очень сильно важна. Определенная фильтрация информации, которая сейчас поступает в головы нам, в головы наших детей. Это все оставляет свои ноты, все оставляет свои матричные коды. Мужчина — это сила, это агрессия, она всегда будет такая. Вот, ну зачем надо, да что ты на них наезжаешь, ну вот они вот такие, типа вот так вот у них получилось. Нет, если у мужчины будет избыточная толерантность, то тогда он не сможет достигать своих целей. Вот так взаимосвязано все. Невозможно убрать какую-то часть и не задеть что-то другое. Если ты хочешь получить свои цели, тебе необходимо будет проламливать, сука, эту дорогу, блядь. И если вдруг тебе кто-то будет прививать толерантность, какую-то терпимость, какую-то вежливость избыточную, то ты проебешь свою жизнь 100%. Ты не сможешь жить дальше, потому что все сомнут твою цель, твой путь, привнесут тебе в жизнь столько сомнений, что ты сам себя сожрешь. А когда твой маяк, идеи, силы, мужественности светит в одном направлении, ты видишь, где он, и ты знаешь, куда тебе плыть. А когда херово туча этих огонечков, то ты и будешь стоять на месте, и шторм тебя сожрет. Когда вы говорите мужу, необходимо чаще бывать с близкими, чаще спрашивать, как у них дела, переживать за них. Почему тебе так все безразлично, кроме твоего проекта, кроме твоей жизни, ты такой эгоистичный? Важно понимать обратную сторону этого, что именно благодаря этому безразличию этот мужчина идет напролом, сука, в свой проект, в свою цель. Он дает тебе кровь, силу, безопасность. Ему похер будет, кто нападет, он будет защищать. Вот и все. Во всем есть гармония. Всегда будет баланс. Если вы думаете, что вы сейчас с мягким темпераментом, будучи мужчиной, мальчиком, желаете стать девочкой, поверьте мне, проблем у вас меньше не станет, а возможно даже будет больше. Потому что, я повторюсь, когда ребенок, мальчик, мужчина попадает в женское тело, он славливает очень большое изменение гормонального фона, сомнения, стрессы, загоны. Это все присуще больше девчонкам. И когда это приходит в жизнь мужчины, это его уничтожает в говнище. А когда женщина выходит в мир мужчины, тогда приходит стресс. А необходимо быть твердым, мускулистым, жестким. А когда женщина превращается в такое, а это превращается не только характер, и тело, и вагина твердейшая становится. Просто даже не хочется туда заходить, или даже невозможно туда засунуть свой член, потому что настолько все сжато, настолько все натянуто. Когда ты занимаешься сексом с таким роботом, который контролирует все, мужчина этого не выберет. Необходимо сформировать понимание у своих детей и у себя, если вдруг происходят какие-то ситуации постыдные, связанные с гениталиями, какие-то сложности, взаимодействиями с девочками, с мальчиками. Поговорите с детьми, понаблюдайте за собой. Если у вас возникают какие-то проблемы с взаимодействием противоположного пола, значит, будут возникать другие
желания, какие-то желания, да? Но дело-то в другом, чувак, у тебя хер между ног, понимаешь? И если даже ты его отрежешь, пить гормоны никто не пил всю жизнь. Обязательно посмотрите фильм «Кто такая женщина». И там чувак просто рассказывает, что он сидит на гормонах, он поменял пол, у него очень серьезные проблемы в гениталиях, большие инфекции, и он скоро умрет. Никто не знает, как влияет прием гормонов всю свою жизнь. Медицина вообще нахер понятия не имеет, о чем идет вообще речь в организме, в теле. И когда ребенку разрешают принимать гормоны, чтобы сменить пол, я считаю, что наш мир вымирает. Понаблюдайте за собой, почитайте, что такое гормоны мужчины, что такое гормоны женщины, за что они отвечают, за какие они реакции отвечают. И тогда тебе станет намного понятней, что это дар, которым ты пользуешься очень нерационально. Как только ты осознаешь, что все это убегание от реальности, убегание от ответственности, которая формирует глубочайшую инфантильность, которая, сука, уничтожит тебя во взрослой жизни, потому что мужики останутся нахуй. И они тебя сожрут, и никто тебя не пожалеет. Это очень сильно важно понимать. Мужчины обязательно поставят свою точку, обозначат свою территорию и дадут четко понять, кто здесь хозяин, а кто нет. Берегите себя, женщины, берегите себя, мужчины. Мужчина — это защитник, женщина — это любовь, благодарность, тепло, мягкость, восстановление мужчины. Мужчина — это целеустремленность, достижение, агрессия, проявленность, пробивание через ветки там какие-то, людей, убеждения, достижение своих целей. Женщина — это мать, родительница, дающая жизнь на эту землю, дающая род, дающая продолжение рода. Сохраните эту гармонию в ваших семьях. Я вас очень сильно люблю. С вами был я, Павел, канал саморазвития «Красная таблетка». Поддержите, пожалуйста, это видео, отправьте своим подружкам, друзьям и объясните им, что это гармония, это не конфликт. Нет ничего гармоничней, чем взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Нужно выбираться. Скоро увидимся.